Чё за... Я что, остался один дома? Здрасте, с вами Даня Крастер и лаборатория БНБ. И сегодня у нас специальный новогодний видос, посвященный фильму «Один дома». Всем фильм этот знаком, и это неумирающая классика, которая дарит новогоднее настроение каждый год. Мы сегодня посмотрим на эту киноленту совершенно под другим углом. Но обо всем по порядку. Погнали! И я хз, если среди вас те, кто не знаком с данным шедевром, но специально для вас мы немного пробежимся по сюжету. Главный герой Кевин МакАлистер по невероятному стечению обстоятельств оказывается один дома. Я заставил всю семью исчезнуть. И если остаться одному дома для любого пи***ка это прям супер кайф, если бы не одно но, а именно пара воришек, которым очень уж приглянулась хата МакАлистеров. Благо Кевин оказался не каким-то хером с горы, а настоящим, что ни на есть, трудяевайщиком. И из подручных вещей и всякого хлама он накрафтил кучу ловушек, которые мы сегодня и будем повторять. А заодно проверим их эффективность. Тем более здесь как раз ошивается какая-то странная парочка. В этом году мы, наконец, реально начали планировать съемки. Вот даже этот ролик с ловушками. Еще на стадии разработки понимали, что после тестов останется куча мусора. Мальчики просят прибраться маму, жену или девушку. Мужчины знают, что это делает техники. Но какой? Я тут подготовил полосу препятствий для одного маневренного помощника. Нет, не эльфа, а для робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. И Pro здесь не просто так. Это целая станция или комбайн в области уборки. Впрочем, смотрите сами. Я сказал, стартуем! X20 Pro сразу берет уверенный темп, и благодаря мощности всасывания 7000 паскаль он легко справляется с любыми загрязнениями. Смотрите, как он объезжает препятствия. Все благодаря лазерной системе распознавания и преодоления препятствий. Эй, оставь нам что-нибудь! Ультразвуковая технология точно определяет ковры, а лазерная навигационная система LDS создает точную 360-градусную схему дома. Мистер Пропер отдыхает. Из-за того, что я так долго кричу, мой голос вот-вот сядет. Чего не скажешь об X20 Pro, ведь батарея на 5200 мАч долго не садится, ее хватит на любую уборку. Ну и самый топ. Полностью автоматическая интеллектуальная док-станция самочистки для промывки швабр горячей водой и сушки горячим воздухом, если уж брать то ради этого. Ну все, давай на базу. Наевся и спит. Тем временем сами видите, как справился малютка. Предлагайте, как усложнить ему жизнь в следующий раз, и ловите ссылку в описании, если хотите себе домой такой пылесос-чемпион.
Ну и начнем, пожалуй, с первого эксперимента. В сцене фильма, когда грабители получают по роже банкой с краски, их просто отбрасывают назад, и они, как ни в чем не бывало, такие: «Ах ты, маленький засранец! А ну иди сюда!» Но мы решили проверить этот момент, и кажется, что повреждения могут быть несопоставимы с жизнью, и поэтому специально заморочились. Мы собрали установку, с помощью которой можно будет, во-первых, замерить, с какой скоростью вот эта банка прилетает в голову, чтобы понять энергию, сопоставима она с жизнью или нет. А во-вторых, сделали копию головы специального манекена, с помощью которого можно будет посмотреть повреждения, которые нанесет эта банка. Но сначала давайте посмотрим, как мы ее делали. Как ты уже понял, в этом видосе мы будем много рассказывать про реквизит. И в который раз нам пришлось изобретать оригинальные способы крафта, осваивать новые технологии, а в каких-то случаях юзать уже освоенные. В этом эксперименте мы захотели прям заебаться с хорошей моделью башки, чтобы как в мать их разрушителях мифов было. Такие манекены из баллистического геля они частенько брали для опытов с выстрелами и падениями, чтобы оценить воздействие разных сил на тело человека. Да и в кино большинство практических эффектов не обходится без силиконовых масок, протезов или целых ростовых кукол персонажей. Особенно часто такое юзают во всяких хоррорах, где за героями фильма гоняется какая-нибудь мразотная нечисть. Но мы так далеко забегать не будем. У нас тут чисто научный эксперимент. В этот раз ограничимся отливкой желатиновой башки с черепом. Пришлось не один раз изъебнуться, чтобы добиться хорошего результата. Но оно того стоило. Теперь силиконовая форма внутри рамы из фанеры сидит как влитая. Хотя она и так влитая. Ну да ладно. Остается только закинуть череп на то же место, залить все желатином и оставить застывать на ночь. По-моему, самое время ловить ведра зубами. Мы воссоздали все условия, которые были в фильме. Высота, длина веревки, вес, но единственное, что вместо краски там песок. Готовы? Раз, два, три. Что там? Не вижу, а дальше свешиваться стрёмно. Отсюда вижу, что банка уже помялась. Погнали позырим, что там. Давайте обратим внимание на банку, она помялась, но это и не мудрено, потому что она из жести, она достаточно мягко играет туда-сюда. Но я вижу здесь вмятины, следы, которые пришлись то ли в район зубов, то ли в подбородок. Непонятно. На голове тоже я не вижу каких-то особо жестких повреждений, у нас на месте остался нос, не отделились губы, но вот здесь немного отошел желатин, что может свидетельствовать о том, что возможное рассечение в районе подбородка. Давайте еще раз кинем, но немного уменьшим длину веревки, чтобы приходилось прям по зубьям. Ну что, давайте запустим ведро второй раз, посмотрим, что будет с районом зубов. Район зубов, как будто это Мурина. Раз, два, три. О! Мне кажется, я немного промахнулся по траектории, да? Что-то мне не понравилось, как она второй раз прилетела. Подвязали веревку еще выше. Посмотрим, что будет, если она прилетит прям вот этим вот уголком. 3, 2, 1. Фу! Ау! Пойдем смотреть. А вот здесь уже нормально прилетело. Притом, смотрите, ему попало по зубам. И четенько попало углом банки. Вообще, на самом деле, очень сложно рассчитать длину вот этой веревки, чтобы при каком-то гипотетическом грабителе, рост которого ты не знаешь, все так четенько сошлось. И судя по вот этим вот кадрам, которые вы видите, у нас получилось, что скорость движения банки у нас 7,5 метров в секунду, масса банки 2,7 килограмма и сила удара, то есть ее энергия, с которой она прилетает в черепушку, 76, джоулей. Это сравнимо с ударом начинающего боксера. При том, что Майк Тайсон бьет с энергией 350 джоулей. вижу повреждения мягких тканей, верхняя губа лопнула пополам в двух местах. Ее можно даже так, как в третьем блейде, отгибать теперь. Давайте доберемся до зубов, посмотрим, что произошло. Небольшая операция, не обессудь манекен. Смотрите-ка. Здесь у нас ничего особого не видно. Но я почему-то абсолютно уверен, что минус 3 вот этих зуба стопудово выстегнуло бы, если бы это был настоящий череп. Ну а сейчас оценим сцену, где поджигают голову паяльной лампой.
Сомнительно, ну, окей. Что ты разорался-то? Огня же нет. Нас точно выпишут с этого помещения, спросят, что вы здесь снимаете. На самом деле живого человека никто и не поджигал. Все это делали с помощью старых, добрых спецэффектов и монтажа. Было использовано стекло, которое выставили под 45 градусов, на которое проецировали изображение огня с паяльной лампы, за которым стоял Джо Пеши, и вместе, когда все это склеивалось, было такое ощущение, как будто прямо на него фигачит огонь. Сейчас для этого используются хромакей и всякие цифровые технологии с компьютерами. Ну а нам, конечно же, интересно проверить, можно ли достичь стрижки минутки сквозь шапку с помощью такой паяльной лампы. Ну и в целом, что произойдет. Давайте посмотрим. Не знаю, как там устроены американские горелки, потому что в фильме я отчетливо увидел, чтобы инициировать большое пламя, так сказать, там с помощью троса нажимается специальный какой-то рычаг, который подает смесь. В любом случае, что наши, что американские устроены по принципу примуса шмель. Вы сначала накачиваете давление вот в эту емкость, там находится внутри жидкое топливо, не газ, как вот в этой, например. После этого вам надо вот в это блюдце пролить какое-то количество смеси. Конструкторы очень удобно это придумали. После вы ее поджигаете, прожигаете вот эту камеру, где находится змеевик, который подогревает пары, с помощью которого потом все это дело работает и появляется большое пламя от жидкого топлива. В любом случае мы сейчас будем все это дело пробовать, смотреть, как она запускается и смотреть, что будет происходить вот с этой вот шапкой. Погнали! Мы же за этим здесь собрались, да? 30 качков заходит как-то в бар. 2, 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. У меня подбородок видно. 19, 20, 21. Я не знаю, как вообще жить, чтобы второго подбородка не было. Ну, вот так, что ли, ходить? О, такой голос прикольный. Надену я, пожалуй, очечи. Перчечи, потому что... Просто потому что, знаете ли, хочется мне очень это сделать. Прогреваем камеру. Мы сейчас все это делаем, потому что у нас блюдце находится в наклоненном состоянии. Из него, соответственно, все вытечет. И это неправильно. В фильме у него вот этот фитильный запал уже горел. И это может происходить недолго, потому что его не хватает, чтобы разогревать вот эти пары. А мы тем временем будем потихоньку открывать. Он делает... Кстати, большой вопрос. Пишите в комменты, на самом деле это интересно. Как долго она может находиться вот в таком вот режиме, сама себя догревая? Можно ли ее заранее зарядить, чтобы потом в какой-то момент нажать? Я сомневаюсь. Чуть-чуть подоткроем это дело. О! Как вы можете заметить, кадры из фильма очень сильно преувеличивают пламя с этой горелки, потому что по факту ее рабочая длина небольшая. Я прям вижу, как режиссер на площадке такой: ну что это за пламя? Я хочу, чтобы такое пламя было, чтобы прям... Эй, парик-то у нас какой белокурый на этот раз. Не очень подходит. Чем богатые. What the fuck? И запускаемся. Все, гасим. Ну что, голова загорелась, прогорела до самой макушки черепушки. Как вы можете заметить, эффект достигнут. И еще это ожог до самой кости, я даже не знаю, какой степени. Джо, Паша, зацени. Шапка, мне кажется, приплавилась к волосам вместе с кожей. Короче, это ужасно. Никому не советую совать голову под горелку. Ну, что можно сказать, в фильме не обманули. Эффект очень похож на реальный от ожога горелкой. Кто мог подумать? Спасибо тебе, что не забываешь лайкать, комментить и подписываться. Это очень сильно помогает ранжировать видео и развивать проект в целом. Я надеюсь, вы заценили, насколько мы заморачиваемся. И только благодаря тебе видосы с каждым годом становятся все круче.
Вы что, думали, мы специально заставим человека по стеклу ходить? Ха-ха, нифига. Эти игрушки сделаны из изомальта, специального сахарозаменителя, который применяют в кино для того, чтобы имитировать стекло. Вот настоящая игрушка, вот из изомальта. Тут главное не перепутать. Чтобы повторить этот простой киношный трюк, тебе понадобится всего лишь сам материал – изомальт. Его на изи можно отрыть в каком-нибудь хоббийном магазе или на любом маркетплейсе. А дальше просто греешь его на плите и мешаешь до состояния сиропа, пока мамка не видит. Остается только залить эту жижу в силиконовую форму и хорошо раскатать по стенкам. И обязательно надевай плотные перчатки. Ожог от раскаленного сахара – это пиздец какой херовый подарок на Новый год, уж поверь. По точно такой же технологии в кино делают всякие стеклянные бутылки, тарелки и другие ништяки, которые нужно разъебать чуток голову. Тут на что фантазии у режиссера хватит. Игрушки получаются довольно хрупкими, парочка у нас ушла в утиль, но зато уцелевшие шары смотрятся ништяк. Даже мои так не блестят. Ну, с изомальтом все понятно, это особые киношные технологии, но что же произойдет с настоящей ногой, которая попадет на эти игрушки? Может быть, там в пьяном угаре на Новый год вас занесет, вы уроните елку и наступите прямо на них. Для этого нам понадобится некоторый реквизит, который можно найти почему-то на сайтах для взрослых. Но конкретно этот нам Панин из Испании прислал. Большое ему спасибо. Одна нога здесь, другая там, и мы можем приступать. Нет, мне кажется, надо еще раз, потому что они все укатились. Прям давайте какой-нибудь вот этот красный возьмем. Прям в центр ступни его. Замечательно. Ну, вроде как на первый взгляд ничего страшного и криминального, но если присмотреться поближе, например, на пятке я вижу вот раз порез, причем достаточно глубокий, очень серьезный. Вот здесь какая-то штучка воткнулась. Что здесь происходит у нас? Тоже нифига он. На сантиметр вглубь. Дальше, если посмотреть и пораздвигать этот силиконовый материал в местах, чтобы определить, где порез, потому что здесь нет крови все-таки. Можно заметить, что некоторые, например, вот эта вот штука воткнулась. Здесь тоже есть порез. Самое интересное, большой... Фу, да, тоже очень глубокий порез. И еще куча маленькой стеклянной крошки, которая повтыкается тоже в кожу. Очень мало приятного. Не рекомендуем. И один кусок воткнулся мне руку, прорезав перчатку. Давайте посмотрим в реале, что тут происходит. Ну, то же самое, что и на пятке. Неприятный мерзкий порез. Ну, в общем, что здесь можно сказать? Так не делайте. Игрушки не для этого сделаны, чтобы на них наступать. Да? Да. А мы ноги в руки и переходим к следующему. Charge no more. What do you mean? He's upstairs taking a bath. He'll call you when he gets out. 1, 2, 10. Следующий эксперимент у нас будет связан со звуком, но забавный факт заключается в том, что вот этот фильм, который смотрит Кевин в фильме «Один дома», не существует в реальной жизни. Этот кусок сняли специально те же самые люди, которые снимали фильм и назвали его «Ангелы с грязными душами». Ну, типа пародия на фильм «Ангелы с грязными лицами». И притом там нет вообще никакого намека на происходящее в сцене с этой стрельбой. Тем не менее, мы сейчас возьмем шумомер и замерим, насколько идентично звучат выстрелы от автомата Томпсона через телевизор и петарды в кастрюле. При том, что нам даже не надо будет обращаться к настоящим гангстерам за автоматом. Ну что, дамы и господа, давайте замерим, что у нас по шуму происходит от петард. Мы примерно знаем, что выше 90 дБ уже вредны для ушей при длительном каком-то воздействии. 110 это звук самолета, по-моему, взлетающего. В районе 140 стреляет настоящий автомат Томпсона. Замерять шум будем с расстояния 1 метр. Всем зажать уши прошу. Будет весело. Ну, поехали! Сука, это не очень безопасно делать в квартире, насколько вы заметили.
Она моментально вылетает из кастрюли. Это, сука, достаточно мощные петарды. 123 децибела. Чуть-чуть не дожали. Ну, короче, насколько вы могли заметить, 123 децибела у нас получилось пиковое значение. И это даже при том, что он сначала записал взрывы в кастрюле, потом петарды выпрыгнули и взрывались даже ближе к нему. Короче, не дотягивает чуть-чуть у нас до настоящего автомата Томпсона, у которого, кстати, 160, немного обманул вас, децибел. Все оружие, в принципе, находится в диапазоне от 140 до 160, и самый громкий из них это Винчестер модель 70, 166 децибел. Короче, что-то как-то вот так вот немного обманули нас. А у меня была история в детстве. Я один раз взорвал Корсар номер 1 в кастрюле, но на какой-то хер замотал в синтепоновое одеяло. Короче, жмыхнуло нормально и прожгло одеяло. Я еще потом долго им укрывался и воняло порохом. Но мы переходим к следующему эксперименту. А сейчас мы проверим одну из моих любимых сцен, которая прекрасно показывает, почему не стоит совать свой нос в чужие дела. Ну, привет. Нет, ну, конечно, на голове на настоящему проверять это не будем. А вот баллистический желатин для этого отлично подойдет. Ништяк. Ну чё, погнали, тестанем. Заряжаем. Очечи. Обязательно. И раз, два, три. Что произошло? Я ничего не понял. А там была пулька вообще? Я неправильно зарядил. И еще разок. 3, 2, 1. О, теперь слышу. Отлетело. И, как вы можете заметить, вот эта вот прекраснейшая миловидная ружбайка, аналог того, что была в фильме у Кевина, стреляет вот такими 4,5 миллиметровыми омедненными стальными шариками. Даже несмотря на то, что у нас вот здесь на вот этом баллистическом желатине нет кожи, вы слышали, что пулька оказалась сзади меня. Это значит, что она пробила первый слой, попала в черепушку и пробила второй и улетела еще и назад. Давайте посмотрим, что стало с черепушкой. Нужна операция. Проведем небольшую операцию по разрезанию холодца и отделению его от модели. Мерзость. Как вы можете заметить, вмятина осталась в пластиковом макете черепа. Такая же штука стопудово останется в настоящем. То есть повреждения незначительные, но очень мерзко, больно и до крови. Забавный факт. Несмотря на то, что в фильме вообще не было спецэффектов, и он снимался по старым добрым классическим традициям с использованием прикольного реквизита, несколько кадров все же нарисовал один человек. Вы представьте, целый фильм, и это только один человек, который нарисовал блеск у Джо Пеши на зубе, головы летящие, когда Кевин кого-то там вспоминал, и вот этот самый медный шарик, который влетает Марву в башку. И оно все и понятно, потому что эти ружьишки достаточно мощные, и никто бы актеру в лицо стрелять не дал. Давайте посмотрим, как он справится с вот этим шариком, чтобы примерно представлять силу. Заряжаем. 3, 2, 1. Бэм! На вылет. Вообще, я даже не слышал, где она приземлилась. Кайф. Ну чё, погнали дальше смотреть, что там еще в фильме было. Ну и настало время самого интересного, на наш взгляд, сегодняшнего эксперимента. А именно раскаление дверной ручки до красна. В фильме использовался вот такой вот электрический стартер для барбекюшниц. Забавно, потому что он дороже в 100 раз, чем пластиковая вот эта классическая опахала для мангала. Ну, ничего, мы затарили эту штуку и сейчас подключим ее. И вот у нас все готово, чтобы грабитель схватился за раскаленную ручку. Давайте посмотрим, что будет с рукой. А это потому, что мы вас наебали в который раз вместе с создателями фильма. Ручка-то пластиковая, а мы фонарик подклеили. Подобный трюк использовался и в фильме. И если вам так же интересно, как и нам в этом копаться и разбираться, пишите, конечно же, в комменты. Мы сделаем это постоянной рубрикой, потому что там горы всяких ништяков.
Ну а теперь, конечно же, давайте перейдем к настоящему эксперименту. Что будет, если докоснуться такой раскаленной ручки неким аналогом кожи? Фейк-рукоятку мы заранее распечатали на фотополимерном принтере, а сейчас она пригодится нам для крафта новой версии – люмониевой. Лить будем так же, как в видосе про паленое золото. А вместо эмблемы МакАлистеров на нашей дверной ручке будет красоваться клеймо БНБ. Кастомную бляху будем сажать на горячую, к ответной части рукоятки. Ее за кадром точнули и хорошенько натерли пастой, чтобы сияло как зуб воришки Гарри. Ставим ручку на дверь и можно жарить. А поскольку ручку насквозь двери нагреть очень сложно, потому что соединяет две половины, как правило, типа шпильки не больше 8 мм, мы будем нагревать ее с этой стороны, то есть с внешней. Для этого берем наш распаливатель шашлындосов, углей мангальных, и надеваем прямо на ручку. И ждем. Прошло 2 минуты, я отсюда чувствую, что он уже нагрелся, и я все равно могу еще держаться за ручку. Она у нас из алюминия, который очень хорошо проводит тепло. Еще подождем. Прошло 10 минут, в инструкции от этого стартера написано, что за это время он набирает 750 градусов. Но точки контакта у нас маленькие, и ручка довольно массивная, и она нагрелась примерно градусов до 80, до 90. То есть я могу ее касаться, и ничего с рукой не происходит. Она гораздо быстрее отдает тепло, чем нагревается. При том, что сам стартер, как вы можете заметить, оставляет следы на дереве. То есть он очень горячий. Давайте будем греть все это дело газом, чтобы посмотреть, сколько это займет времени. Да? Я вижу, что дверь уже начала чернеть, поэтому, мне кажется, мы готовы прислонять. Алюминий до красна разогревается при температуре уже близкой к плавлению, и краснеет он уже в жидком состоянии на самом деле. Латунь чуть выше, градусов примерно на 200 себя так ведет, поэтому сейчас тут градусов 300-400, этого достаточно для того, чтобы проверить на коже. Джо, Паша, будьте добры, образец, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, погнали. А вот кому печеной кожи свиной с логотипом. Кто-то жарит шашлык. Вот так это дерьмо действительно работает. И чтобы сделать такую ручку раскаленную, надо располагать нагревательный элемент внутри этой ручки, чтобы была хорошая теплоотдача. Мои колени. Ну чё, с первой частью фильма вроде как разобрались, хотя это было достаточно потно. Видели, как мы заморочились. Вообще в этом году мы сняли кучу видосов, где подняли десятки самых разнообразных тем. И все это благодаря тебе. Ну и этой небольшой, но очень дружной команде. И это даже еще не все, кто трудился целый год, не покладая рук, чтобы создавать для тебя контент. Мы многое успели, но еще больше, конечно же, хотели бы успеть в новом году. Поэтому не переставай писать комменты и предлагать свои советы. И даже если немного токсичности есть, не стесняйся, сраный ты. Мы все читаем и ценим каждое мнение. Поэтому всех хочу поздравить с новым наступающим 25-м годом. Ура! Погнали! Космодесантник докладывает. Мы попали в западню в галактике Жванецкого. Порножурналы уже закончились. Шел 3-й день. Западни. Порножурналы уже закончились. Шел 3-й день. Западни. Может, вторую часть снять, если им понравится?